это вообще полнейшая жуть. Я провела 2 часа за рулем и просто с ума сошла. Болит голова, болит все. Я дико устала, потому что очень много внимания нужно на не только другие автомобили, но и на пешеходов, велосипедистов. Просто, мне кажется, никто не знает правил дорожного движения. После часа езды безумно болит голова, потому что буквально 5 миль. Ехать полчаса, 40 минут, ты постоянно стоишь в пробке, все тебя подрезают, все сигналят, пешеходы постоянно туда-сюда метаются. И очень агрессивное такое вождение, нужно быть аккуратным, внимательным и поспевать за всем. Я хотела сделать фото, приехала через Бруклинский мост, но здесь все перекопано, поэтому фото красивых не получится. Ну, в принципе, я думаю, что я сегодня покатаюсь немножко и поставлю мотик, и лучше буду гулять пешком. А теперь идем, я покажу свою шикарную комнату в Нью-Йорке. Ну, вся комната выглядит так. И ванная комната выглядит так. Комната вся, она вот такого масштаба. Мне кажется, все люди, в принципе, в Нью-Йорке живут именно так, с вот таким вот видом на другое здание. Только что прошел дождь, и здесь была радуга на пол Нью-Йорка, мне кажется. Это очень красиво, но камера снять это не может, эти краски. Я дошла до Центрального парка. Просто вот чувак сейчас на машине подрезал кого-то и поехал дальше. Нормально. Сейчас красный цвет, мы переходим на красный. На меня едет лошадь, велосипед. Все равно пешеходы переходят, и нужно уметь вливаться в такой ритм. Статуя свободы была подарена Франции на 100 лет. Она не смотрится такой большой, как ее представляла, но цвет достаточно интересный. Билет сюда стоит $24, плюс экскурсия $24 тоже, наверное. Еще здесь купила кофточку за $50, потому что очень холодно, ветрено. Это размер ноги статуи свободы, вот, чтобы вы понимали, моя рука. И здесь написано, как она делалась. То есть, в принципе, деревянными молотками выбивалось это все. Вчера утром я отдала в химчистку экипировку, но ее до сих пор не постирали, хотя прошло более суток. И сейчас я поехать собираюсь в Бруклин, вот просто вот в такой одежде. Но думаю, это вполне нормально для Нью-Йорка. Большинство здесь гоняют даже без шлема, максимум в каске. Но вождение тут, конечно, опасно, нужно агрессивно, к нему нужно привыкать. Кстати, насчет цены паркинга. $110 вышло за один день, за сутки. Да, так что получается, что за сутки паркинг мотоцикла выходит чуть немножечко дешевле, чем отель на Манхэттене за сутки. Вот такие вот тут цены. Но зато под охраной.
хочу поехать сейчас в Бруклин. Это 17 миль, и навигатор показывает ехать час 40. На метро 45 минут. Я думаю, это просто из-за пробок и ограничений. Кстати, насчет вождения мотоциклистов. Здесь запрещен сплит-лайн, междурядье, но мне кажется, всем пофиг. Таксист сказал, что здесь сумасшедше гоняют и велосипедисты, и мотоциклисты. Я это заметила, когда вот сейчас я езжу на мотике, понимаю, потому что все меня держатся подальше от меня, и многие пропускают, когда видят, что едет мотоцикл. Поэтому, да, люди боятся мотиков. Кстати, первый день, когда я приехала, увидела, я была на мотике, это не было видно на GoPro-шке, но глазами собственными увидела, как куча ребят на дёрт-байках на заднем колесе по велодорожке ехали. Те самые ребята, которых обычно видишь где-то в YouTube, сумасшедших ребят. Да, я их увидела лично. Hey, babe, I just wanna know what you think about me when the summer's over. Hey, yeah, it's been a blast. I still remember even after October. And when the winter falls, just think about me and I'll keep you warm. Seasons have changed, I still remain with thoughts of you. And I'm just not the same, I admit, like autumn. I'm falling for you. Wait, I don't wanna go. Time goes flying when you're wrapped in the moment. One more night, just follow me home. Tell me about all of your dreams. Just wanna know you. Let's pretend like the world ends today, 'cause tomorrow you'll be miles away. Так, я исполню еще одну свою мечту. Полетаю на вертолете над Нью-Йорком. Стоит это $400 в Sunset, 15 минут. Но я решила, что обойдусь без сансета и просто в обычное время $300 в 15 минут. Поэтому я сейчас приехала, пройду инструктаж и полетаю. Доплатила в итоге совершенно немного, но мы полетали дополнительных 15 минут. Так что летала я полчаса над Центральным парком, над Нью-Йорком. Круто, невероятно. Особенно то, что можно выкинуть свои ноги, их ветром сносит, ты их не можешь вернуть обратно. Конечно, впечатление вау.
о том, что будет сложно выбраться из Манхэттена, тем более после обеда, но что получилось, то получилось. С пробками я справилась, полбака израсходовано, но зато когда люди, где пробки кончаются, начинают ехать в 2 раза быстрее, чем положено, поэтому, в принципе, мне осталось еще 3 часа до Вашингтона, до столицы Соединенных Штатов Америки. Я собираюсь там провести всего лишь 1 день. Я думаю, мне этого будет достаточно, чтобы посмотреть Белый дом и так далее. Стартую!